Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, тех, кто в записи когда-то будет его смотреть. Всем привет. Привет, Игорь, привет, Аспис. Так. Так. Так, а вот так вот, так. А вот так. Так, все пошло, все окей. Все работает. Продолжаем Ведьмак. Продолжаем заканчивать Ведьмак. Опять финал. В этот раз точно. Наверное, точно. Финал 2. Да, финал 2. Тот самый, который ты так ждал, Игорь. Любители финалов. Аспис, как у тебя жизнь, дела? А то ты на многие стримы заходишь, просто привет напишешь и все, и пропадаешь. Откуда пришел? Хоть расскажи, как у тебя там дела, как новости, может, какие, как жизнь. Как вообще все. Или ты уже ушел? Я не удивлюсь, если он уже ушел. Это какая-то отметка, что ли? Типа, пост дал, пост принял, привет написал, все. Можно, значит, сматываться. Ну да ладно. Возвращаемся опять к Ведьмаку. Сегодня у нас в планах последнее задание, собственно, сам финал, сами титры. Это вот эти вот задания на Скеллиге, на которых я как раз остановился. Все-таки решил сделать 2 стрима по 3 часа с чем-то, чем один большой стрим где-то на часов на 7, на 8. Поэтому вот мы половину тогда сделали в Новиграде, там всякие дела доделали, а сегодня вот на Скеллиге всякие дела сюжетные доделаем. И будет у нас все. Также я разобрался наконец-то с вот этим квестом забагованным, из-за которого на прошлом стриме были много своих нервотрепок. Оказывается, что там надо было... После того, как мы тут на складах встретились с Дикстра и Роше и Сталлером, там надо было не телепортироваться мне сразу на точку, как я сделал, а надо было сначала выйти из здания. И там запустился скрипт, и когда он запустился, там ко мне подошла Филиппа, которая как раз дала мне там один предмет важный сюжетный, и вот поэтому все поломалось и все не работало как надо. Вообще забыл про эту встречу, про этот скрипт. Как-то в оригинале этого, понятное дело, не было таких конфузов, потому что в оригинале нельзя телепортироваться с любого места, надо именно подходить к телепорту, а у меня мод стоит, что я могу с любого места телепортироваться. Там как раз в описании мода была приметочка того, что надо быть аккуратнее с сюжетными заданиями, потому что может быть какой-то конфуз, что когда телепортируешься, то что-то может поломаться. И вот у нас типа такого конфуза и произошло. Так, секундочку, сейчас я еще чуть-чуть отвлекусь и вернусь. Так, все, я уже тут. 1000 извинений. Что прям в начале пришлось еще чуть-чуть отбежать. Для конца доделать. Так, Асписа, я так понял, уже действительно нет. Просто реально зашел, отметился. Привет написал и все, и смотался. Ладно. Пусть хотя бы так. Я вчера сутки не спал, поэтому в чат особо не писал. А что ж такое?
У Азеля там он писал, что это интернет провалился, а у тебя тоже какие-то дела. Я-то думаю, что вчера тишина такая гробовая была. Посмотрим, что сегодня. Так, собственно, начнем сейчас с этого квеста, о котором я говорил как раз, с которым я разобрался. Который единственный несюжетный у нас остался. Более-менее. Напомню еще раз, что заказы я оставил вот эти 2 последних для DLC. Вот это все остальное, что тут висит, это не считается. Это там забагованные квесты, которые мы на самом деле выполняли. И DLC-шные квесты тут уже остались, которые тоже пока не считаем. Собственно, само DLC. А колоду карт, коллекцию карт, точнее, полную собрать, это там тоже и в Туценте надо собирать, и в Каменных Сердцах. Поэтому остались у нас только сюжетные на Скеллиге и вот этот последний квест с убийством Родовида. Поэтому начнем с него. Все, пошли. Вот этот мудак, Такие, как ты, который только не в работал, повестке теперь разберутся. работает. Кнопка Паразитизм появилась. И дезертирию. Дезертирию. Наконец-то, блин. Ведьмак Геральт? Чего тебе? И вот я на прошлом стриме смотрел, прямо на стриме гуглил возможные проблемы, и так и не нашел вот этого упоминания этого скрипта. Зато вот после стрима, пока еще там лазил по интернету, так почти сразу на это наткнулся. Вот какое совпадение. Вот если бы на стриме я это наткнулся, мы бы на стриме столько не сидели, и по-быстрому бы со всем этим разобрались, и сразу пошли этот квест делать. Так нет, куча всякой дребедени ненужной находил. А вот то, что надо, нашел, как всегда, после стрима. Вот, всегда так работает. Мне нужно увидеть короля. У меня новые сведения о Филиппе Эйльхард. Сдавай оружие. И за мной. Ваше Величество, ведьмак с новостями о Филиппе Эльхард. Ты долго. Ну, что скажешь? Я знаю, где она. Может быть. А может быть, ты хочешь обмануть меня. Как другие. А что другие? Видишь ли, пошли слухи, что я щедро награждаю любого, кто приносит сведения об Эйльхард. Людей жадных и глупых в округе предостаточно. Так что на сходнях быстро образовалась очередь. Первым на корабль пришел охотник. Принес мертвую сову без глаз. Он думал, что я поверю, осыплю его золотом. Я приказал его ослепить, а затем сбросить за борт с камнем на шее. Второй был смотритель почты из Оксенфурта. Он заявил, будто нашел ее письмо. Поддельное, разумеется. Я приказал отрезать ему пальцы. Писать он больше не будет. И язык. За лживые слова тоже следует карать. Думаю, не стоит говорить, что очередь быстро истаяла. Копил лучше на PS Pro. Да я бы с радостью. В идеале на нее я и копил, собственно. Там у меня не написано, что на Pro именно, но там имелось в виду, что в идеале, конечно, Pro, но как получится, так получится. Если быть честным. Но хотеть не вредно. Конечно же. Я профессионал, мне дорога моя репутация. Было бы глупо приходить к тебе с пустыми руками. Кольцо моего отца. Филиппа запечатывала им свои приказы и рассылала их от имени короля. Где она? Под самым твоим носом, в Новиграде. В доме на мосту, который ведет на Храмовый остров. Почему ты не привел ее ко мне? Сперва ее надо поймать. Я только выследил ее и украл кольцо, чтобы доказать, что нашел ее. Ты ее боишься? Нет. Ты хочешь убить ее сам, своими руками, и я об этом знаю. Ты пойдешь со мной. Губрехт, собирай людей. Сколько, сир? Всех.
Где она? Где Филиппа? Как я говорил, она в доме на мосту, ближе к тому концу. Перекройте эту сторону. Нам не нужны гости. Никаких зрителей. И свидетелей. Демьян, Жук, Эгберт, Фрик, Каспер. Останетесь здесь. Будете прикрывать тыл. И убейте ведьмака. Эй! Так ты платишь за службу. Так я караю тех, кто меня злит. Ты слишком много знаешь. Ты слишком часто мешал мне. А твоя грубость меня раздражает. Я убивал и за меньшее. За мной! Ну и не жалко тогда, тем более тебя будет грохнуть. Безумец ты такий. Эдакий. Скажешь, что напоследок? Ага. Сука! Ну почти. Освободить ведьмака, потом родовид. Не это я хотел сказать, но сойдет. Вперед! Порядок? Да, спасибо за Полный помощь. порядок. План похерился. Значит, будем импровизировать. Геральт, за мной. Надо достать родовида, пока не прибыло подкрепление. Стой! Уходи! Умри, сдохни, ублюдок! Стреляй по готовности! И как вы, блядь, не научитесь? Чё они такие жирные? Я один такой только. А теперь нормально. Странно. Черт! Подкрепление. Ну, заспамили. Аккуратно надо быть. Привет, Азель. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Вперед!
Ну вот и все. Истекаясь кровью. А, нет, еще один. А, нет, все. Откройте! Я приказываю открыть дверь! Надо было попросить. Мы в расчете. Я совершенно искренне. Простите, не смогла отказать себе в удовольствии. Как она? Откуда? Что за... Она подслушивала нас на складе. Что? И ты ничего не сказал? Давайте позже все обсудим. Родовид мертв. Неважно, кто его убил, задание выполнено. Теперь пора отсюда сваливать. Сейчас реданцы набегут. Идем. Ну что там? Получилось? Получилось. Но все пошло не по плану. Ладно, потом расскажем. Сначала надо выпить. За север! За Тимерию! За Тимерию! За Тимерию, сука! За Тимерию. Что теперь, Роше? Новый виток партизанской войны против нильфов? Нет, война только что окончилась. Как так? Я о чем-то не знаю? Я бы сказал да. Видишь ли, завтра в полдень командующий группой армий «Центр» подпишет договор от имени Эмгыра. Условия договора оговорены с Дикстрой. Значит, в Велене, когда тебя поймали тролли, ты... Да, я возвращался с переговоров. Эмгыр получает Аидирн и Лирию. Из Тимерии он выйдет. В обмен на голову Родовида и прекращение партизанской войны Тимерия станет вассалом империи. с самоуправлением, с собственными судами, администрацией и войском. Серебряные лилии расцветут в лучах великого солнца. Будь я поэтом, я бы сказал как-нибудь так. Но я не поэт, так что скажу просто. Другого выхода нет. Кто сказал? Что сказал? Я помолчу. Полагаю, нам прям совсем немного еще. Да, еще 2-3 часа. Наверное. Поэтому я оставил это на отдельный стрим, нежели чтобы делать предыдущие часов на 7 на 8. Лучше 2 таких раздельных стрима будет, чем один здоровенный. Все-таки. Если бы мы там не застряли, конечно, на прошлом стриме в некоторых местах, то, может быть, я бы и вчера достримил, но получилось как получилось. Роше, ты с Нильфгаардом? Ради Тимерии я готов обниматься с нильфами, как последняя портовая блядь. Тогда конец кончал бы все, как просто. Все кончить сразу. Чтобы одним ударом все завершалось и кончалось здесь. Это что? Вакмет, акт 1, сцена 7. Всегда мечтал сыграть в это, но меня брали только на роль второго пятинера. Геральт, выброси из головы все, что сказал тебе Талер. Не будет никакого договора с Нильфгаардом. Предание под моим просвещенным правлением будет сражаться до победного конца. И, победив, объединит все земли Севера, включая Тимерию. Что? Как?
Не об этом мы, сука, договаривались. Это правда. Вместо этого мы настаивали на сомнительной независимости одного государства. И чтобы восстановить ее, мы отдали Эмгыру едва ли не все остальные королевства Севера. Не самое мудрое решение. Так не годится. Двуличный ублюдок, я этого не допущу. Вообще, как раз ты, Роше, должен понять, что у меня нет выбора. Почему я это должен понимать? Потому что ты тоже патриот. Геральт, это тебя уже не касается. Ты можешь идти. Удачи тебе на пути и все такое. А не пошел ли ты в баню? Дикстра, я не позволю тебе их убить. Ох, беда. Тогда ты умрешь вместе с ними. Убить их всех. А вот и нет. Тем более ты мне нифига не помог с Цири в битве при Каэр Морхене, поэтому вообще не жалко. Вообще не обидно. Вообще пофиг. По кругу гони! Что? Яйца свело? О, лично приперся. Деритесь, ублюдки! Хватит болтать, к бою. Вот и все. Привет, Евгений. Ох, ебись оно все в 3 прогиба. Еще бы немного. И Это еще не конец. Завтра нильфгардцев должен встретить посланник. Не сомневаюсь, что Дикстра приказал его убить. Этого допустить нельзя. Прости, но я не могу, С тебя политики достаточно, понимаю. Когда все закончится, приезжай в Изиму. Тебя примут с почестями. Прощай, волк. Вот так вот. Такие вот повороты политические. Вчера был финал, а сегодня финальный финал. Ну, Евгений, ну от тебя я такого не ожидал. Вот даже ты. Ладно, там Игорь и Азель, но даже ты. Вот ты-то куда? Так. Все, с этим разобрались. Теперь обратно на Скеллиги. Помогать Цири и прочее, прочее. Я что, я вообще ничего не говорил сегодня? Но подумал. И не обязательно сегодня. Так, что еще не прочитал? Форум продолжает добавлять все игры Стима в список желаемого. Шпионят, видите ли, за мной. Мне что, опять скрывать аккаунт, что ли? Что началось-то? Ой, при покрове темноты. Надо подождать вечера. Ночи. Я тут сразу с едой. Вот это ты молодец, что сразу подготовился. Несмотря на то, что у нас сегодня опять какой-то довольно ранний утренний стрим. Очередной раз.
Нормально, я уверен, 70% из этого в желаемом еще лет 6 будет минимум. Ага. Это на годы вперед. Так, я лучше сразу выпью зелье, чтобы не париться. Под покровом темноты пробраться незамеченным на императорский корабль. Сейчас наведаемся в гости к императору. Так ты сам это в профиль выставляешь. Значит, надо убрать. Походу, теперь уже. Вчера, пока интернета не было, Пикачу смог поймать. Ну, 10-15 пытался. Пикачу. Не Так. стрелять! Это ведьмак! Это я. По приказу императора! Не стрелять! Ведьмак, какой приятный сюрприз. Благодарю за теплый прием, император. Он был бы иным, если бы ты появился с моей дочерью. Где она? Она недалеко. Недалеко белый волк ты. От того, чтобы расстаться с головой. Ты настолько нахален, потому что думаешь, что сейчас я не причиню тебе вреда. И ты прав. Но однажды это изменится. Ты не всегда будешь необходим и неприкосновенен. Но хватит об этом. Не будем опережать события. Что тебе нужно? Фрингилия Виго. Ты обещал Йеннифер освободить ее. Я понимаю, ты человек занятой. Так что вот письмо. Может, оно освежит твою память относительно ложи. У Йеннифер даже самые вежливые просьбы выглядят как угрозы. Это мне в ней всегда нравилось. Хорошо, пусть будет так. Забавно, что мы тут с ним перетираем на таких тонах, довольно недружелюбных, я бы сказал. Как раз после этого квеста, который мы только что делали, а именно с убийством Родовида, где мы короля убивали только что. И тут у нас император. Так что я бы не выделывался на твоем месте, император. А то мы только что короля убили. Мы можем и императора убить, нам не тяжело. Мечи как бы при мне. Так, что еще тут было у вас? У нас и тут время тупых вопросов. Почему у тебя именно такой ник? Тупых вопросов? Помню, несколько раз меня спрашивали об этом. Но уже довольно давно это было.
На самом деле никакой особо причины нет, или истории какой-то нет, как у многих, наверное, всяких там, не знаю, блогеров, стримеров. У кого-то всякие, может, истории есть, связанные с ником, как они придумывались, как они вообще начинались. У меня ничего такого не было, просто когда-то давно надо было что-то такое придумать. Единственное, что помню, что я там что-то пытался выдумывать, что-то связанное со своим счастливым числом. И это что-то как-то связано там на латыни, что-то... То ли четверка на латыни, как-то там фоур, или форум, или что-то типа такого там было. Вот что-то такое разве что помню. С тех времен, когда я придумывал ник. Давно это было. Уже просто привыклось все. 100 раз. Как меня, кстати, еще и не называли только за все эти годы. Этот ник и всякие коверканья его. Но это реально хейтом, только в Ведьмаке. Ну это же прекрасно. Хейтома много не бывает. Давайте нам хейтома в любой игре. Хотя бы голос его. Ты правда готов их простить? Амнистия в обмен на помощь. Я не нарушу договора, который заключил с Йеннифер. Ты не ответил на мой вопрос. И не обязан. Мне пора. Хоть в чем-то мы согласны друг с другом. Стража! Привести Фрингилью Вига. Можете снять с нее 2 мерит. Насколько я слышал, представлять вас не нужно. Прощаюсь. Фрингилия. Давно мы не виделись. Остальные чародейки сейчас в Генваэле, у Артскеллиге. Мы на лодке... Меня уже тошнит от лодок. О, У меня какая. телепортов. Ну, делай, как тебе нравится. Ну, какая дама. Сразу к делу. Вени, Види, Виго. А где Йеннифер? Квест Она назывался. скоро будет. Кто не видел. И она наверняка захочет с тобой поговорить. Не сомневаюсь. Да, Геральт? Кто такая на самом деле Конторелла? Она говорила, что вы знакомы. Ты ее встретил? Ее зовут Картия Ван Кантен. Она бывшая коллега Асире. Очень способная. Она работала на вас? Скорее всего, не только. Не думаю, чтобы она хотела навредить мне или другим чародейкам, но при ней нужно следить, о чем говоришь. Мне показалось, ты довольно многое обо мне рассказала. Можешь гордиться. Ты славен по обе стороны Яруги. Ты хорошо выглядишь. Для узницы Эмгыра, ты хочешь сказать? Он удивительно мягко с тобой обошелся. Никаких допросов, пыток. Ты просто рассказала ему все, что он хотел знать. Даже Если макияж я при рассказала ней. ему все, то зачем бы ему оставлять меня в живых? Впрочем, не будем об этом. Мои дела с некоторых пор тебя не касаются. Прощай. Прощай, прощай. Добрый бы из тебя вышел моряк. Даги? Ничего нового никто не Пока. скажет. Ладно, Где-то я тебя видел. Я тебе морду. Да. ты тоже. Прощай. Окей, что там дальше? Дитя старшей крови. Это лаборатория Авалакха. Ну или солнечный камень. Давайте лабораторию. Да и у меня какой-то истории с ником нету. Просто в моменте понравился такой, хотя раньше по другим был. А мы с Игорем, получается, просто в паспорт подглядели и вот.
Вообще везде себе в ник имя ставлю. Ну и правильно. Правда, приходится потом много цифр добавлять к имени, а то завсегда, если где-то что-то регистрируешься, то всегда будет выскакивать, что такое имя уже создано. И приходится, например, Игорь, вот 14530, что-то такое добавлять, миллион цифр или значков, чтобы пропустило ник. Если вход так хорошо защищен, мы наверняка найдем там что-то интересное. Как ты собираешься снять барьер? Попробую инклюзию Атлана Курка. Помнишь ее? Помню, как ты меня учила. Подумать только. Тогда я считала тебя эгоистичной, холодной ведьмой. Ну-ну, только не надо нежностей. Ну что, обличающие письма, шкафы, забитые скелетами. Мы даже дверь пока не открыли. Это сложная магическая блокада. Попробуем. Каяка Лиген. У меня поэтому имя неправильно написано. Мы разбудили стража. Я им займусь. Я же не Евгения, но зато без лишних. Так, секундочку. Хорошо. Следующий. Ну вот же еще один стоит. Он по-любому тоже встанет. Я прямо уверен. Если не сейчас, то потом точно. И вы меня не переубедите. 100%. На лабораторию не похоже, тут довольно уютно. Это ни о чем не говорит. Давай осмотримся. Все-таки как-то низко рыться в его бумагах. Ты сама хотела сюда прийти. Угу. Это должно быть портрет Цири. Нет, это не я. Шрама нет. Да нет, ты, точно ты. Хорошо подмечено. Ты уверена, что Авалак интересуется тобой только из-за твоих способностей? Очень смешно. Не знал, что он любит сладкое. Ну, мы, конечно, да. В личную жизнь сейчас влезем по полной программе. Похоже, кто-то был здесь. Буквально минуту назад. Авалак на корабле, точно. А если нет? Хватит. Дистиллят? Пахнет... Вербеной. Ага, Что ага? ничего такого. Иногда ты меня просто бесишь. Ты знаешь? Травы. Вроде ничего ужасного. Погоди. Интересное это у них, еще не конечно, вся общение. лаборатория. Вот и пообщались. Ты куда? О, еще что-то пропустил. Я чувствую себя так, будто вошел в спальню. Блин, эти ковры действительно на стенах. Вроде пещеры какие-то, а прям ковры. То тут, то там. Плюс к уюту, как говорится. Ян,
Генеалогическое древо АНХ-НХР старшей крови. От Лары Доран. До меня. Ты никогда не показывала мне полной версии. Я не знала, что Ведимонте Заидирна тоже был моим предком. Это который наказывал дочерей раскаленной кочергой или который приказал ослепить собственного отца? С дочерьми. Полной версии я и сама не видела. Похоже, Авалакх исследовал все линии гена Лары. Даже те, которые мы считали исчезнувшими. Привет, Лёха-ха. Мне очень просили посмотреть Джоджо, поэтому, скорее всего, после починки его и попробую посмотреть. Начать, по крайней мере. О, то самое Джоджо, о котором я думаю? Если да, то я бы его никогда не посмотрел. Чисто за себя говорю. Вот вообще не мое. Вот вообще. Только исследовал? Зная наших чародеев, я сомневаюсь, что он просто стоял и смотрел за потомками Лары. Вряд ли мы узнаем, какую роль в генной мутации сыграли эльфы. Ты имела что-нибудь общее с тем, о чем говорил Геральт? Что чародеи... Конечно же, нет. Посмотрим его заметки. Боги. Форум не любит модных мужиков. Это ты очень сильно завуалировала. Фалька. Здесь есть заметки от Цири. А вот уже интереснее. Он пытался получить комбинацию генов, как у Цири, только исключив человеческую линию. Это как? Думаешь, где-то спрятаны огромные банки с моими братьями и сестрами? Не глупи. Так далеко он никогда не заходил. Очевидно, все его эксперименты были неудачными. Ты уникальна. И поэтому теперь за нами гонится дикая охота. Посмотрим. Может, найдем еще что-нибудь интересное. Посмотрим, что на самом деле задумала Авалакх. Здесь кто-то есть. За дверью. Так. Сейчас. Обычное зеркало. Я-то думал, это скрытый портал. Эльфы знают толк в запахах. Ох уж эти комментарии. И кто же у нас тут? Как вы сюда вошли? Кто ты? Не твое дело. Убирайтесь отсюда. Ты была в Тир-на-Лиа. Невероятно. Я думала, для вас все эльфы выглядят одинаково. Если ты ищешь Авалакха, его здесь нет. Я знаю. И все равно пришла сюда, чтобы порыться в его вещах? Мало он старается, чтобы уберечь тебя каждый раз, когда ты делаешь какую-нибудь глупость. Да что ты об этом знаешь? Вполне достаточно. Он много о тебе говорит. Например, что? Не понимаю, как он мог разглядеть в тебе черты Лары. Это же все равно, что пить воду из грязной лужи. Но я догадываюсь, что это как-то облегчает ему выполнение задания. Вот же мерзость, а. Можно я ее убью? Задание. Думаешь, он связался с тобой из удовольствия? Даже мне от твоего вида делается нехорошо. Невероятно. Почему-то эльфы вроде тебя всегда уверены, будто они лучше людей. Она не человек, а полукровка-выродок. И мы вынуждены использовать ее. Это так унизительно. Можно я ее убью?
Она меня бесит. Еще одно слово и что? Во, и Йеннифер тоже меня поддерживает. Не изменишь. Пусть она делает свое дело, а потом Авалак наконец избавится от нее. Добрый форум. Йеннифер меня поддерживает. Если он настолько меня ненавидит, почему он не сказал мне это прямо в лицо? Разгроми лабу. С удовольствием. Так и сделаю. Я бы тоже, наверное, не посмотрел бы никогда, но это мне предложил именно определенный человек, поэтому теперь стоит задуматься. Интересно, с какой целью он это предложил? Чтобы действительно с интересом посмотреть или в смысле просто поугарать с каких-то моментов? Или прям на серьезе посмотреть полностью все сезоны, там все вот это вот вообще подробно, со смыслом? Я-то не знаю. Цири, надеюсь, ты ей не поверила? Пойдет на клип. Очевидно, что она Кто там уже пойдет на клип? слишком заинтересована в этом деле. И что с того? Если они так меня презирают, то пусть оставят меня в покое. Цири. Ну что? Боишься, что я сейчас все разнесу, как в Каэр Морхене? Жаль, я не могу сделать этого по своей воле, а то бы я с удовольствием. Так давай. Я не против. Ну как бы задача Геральта поддерживать, подбадривать Цири. Да, этим мы сейчас и занимаемся. В Каэр Морхене мы Снежки с ней играли, сейчас вот это. Упс. Ой. Оно случайно. Ой-ой-ой. Еще одна случайность. Ай-яй-яй. Сколько случайностей. Как же так-то? О нет. Йеннифер просто в стороночке постоит. Думает, что они творят, что им делается. Армагеддон. Ну, так-то лучше. Идем отсюда. Йеннифер тоже не устояла. Вот, повеселились. Сейчас второй голем проснется, да? Нет? Ты смотри мне. Он прям стоит, как будто проснется. Ну ладно, ладно. Может, это была не лучшая идея. Нормально все. Нормальная идея. Сериал «Ведьмак» 2 сезона норм, остальные кал. Согласен. Твои желания?
Ну, можно. Может, это была не лучшая идея. Нам сразу нужно на корабль. Ты хочешь еще что-то посмотреть? Не здесь, на Хиндерсфьяле. Я познакомилась в Лафотене с одним парнем, с Киалем, и хотела бы... Что случилось? Цири. Он умер. Дикая охота. Все? Никто не выжил? Скияль погиб позже. Ты уверена, что это был он? Ты встречалась с ним? Я была там и видела его тело. Ты сходишь со мной на его могилу? Я хочу хотя бы попрощаться. Я пойду с тобой. Спасибо. Можешь открыть нам портал на Хиндерсфьяль? Могу. Говорят, прикольные, но в первом сезоне непонятно, что за суть. В общем, надеюсь, смысла и приколов будет достаточно. Ну, интересно даже, что ты там потом скажешь, когда посмотришь несколько серий. И первое впечатление, и потом, если вдруг дальше будешь смотреть, и дальше какое впечатление будет. У тебя странная картинка. Видеоряд как будто бы с шумами. Может, битрейт влияет на YouTube. Можешь на Twitch зайти, может, на Твиче нормальное качество будет. У меня-то битрейт один общий на две платформы. В идеале надо было бы для Твича один свой битрейт, а для Ютуба свой, потому что на Твиче достаточно и того битрейта, который у меня сейчас, и там картинка нормальная, получше, чем на Ютубе. Потому что больше там даже ставить нельзя. Я пробовал когда-то ставить еще больше, но не получается. На Твиче просто черная картинка становится, если еще больше битрейт сделать. А вот на Ютубе надо бы как раз, да, больше битрейт, но из-за этого как раз на Твиче не получается. Вот чтобы и там, вот такой битрейт у меня там сейчас стоит, который стоит. Золотая середина. Там, конечно, можно с помощью всяких плагинов, программ дополнительных разные битрейты ставить там и тут, для Твича и Ютуба. Но это надо с рестрим программой вот этой прощаться, а я не хочу. Она для меня очень удобная. Этот рестрим-бот, рестрим-чат, который показывает сообщения сразу со всех платформ в общий чат. Это мега удобно. На экране он появляется, и в чате всем все удобно читать. Они такие случайные. Ага. Понял, статистика админов показывает низкий битрейт и пропуски кадров. Пропуски кадров? Странно. Игра хоть не подлагила, не дергалась нигде. Я вас не спрашивал, кстати. Уже, похоже, админом стал? Ну, не знаю. Обожаю, когда так ко мне приходит и сразу начинают претензии и возмущения всякие, мол, у тебя то хреново, у тебя то хреново, у тебя это хреново, сразу ищут всякие недостатки и минусы. А вы плюсы всякие попробуйте поискать, не сразу минусы. Я же не какой-то миллионер супер популярный, супер с офигенным железом и офигенными какими-то возможностями, чтобы у меня все было супер идеально и супер качественно. Как есть, так есть. Когда-то я вообще с хреновым микрофоном стримил, и качество было еще хуже, и изображения, и звука, и всего. Сейчас еще, ого, насколько все лучше, чем было раньше. Вы не видели, что было в начале канала, когда я только начинал? Когда все только начиналось. Несколько лет назад.
Интернет нет, интернет у меня нормальный. Вроде нормально, заметил бы дергание. Ну вот. А в целом для вас есть какая-то разница с прошлыми стримами? С тем, что сегодня происходит? Или это именно Магнитару что-то сразу в глаз бросается? Всякие кадры, пиксели. Я все увижу. Он все видит. Угу. Спокойно, на моем 144p косяков не видно. Ну вот. Я на 4К мониторе смотрю, и мне... конечно. Конечно. Давайте на 8К телевизорах меня будем смотреть, и еще претензии мне говорить, что у меня что-то как-то хреново все показывает. 1080 видеоряд. Ага. Так, ладно, продолжаем. Ну, идем. Что-то я отвлекся. Только не задерживайтесь, хорошо? Угу. Пока. Давай посмотрим, могила должна быть совсем свежая. Спасибо, что пришел. Не люблю я ходить по кладбищам, особенно одна. Посмотрим вместе. Пойдем. Лассе, сын Ньорда. Олаф, сын Уве. Инги, дочь Тротнера. Холера. Его здесь нет. Нет могилы Скиаля. Геральт, я не уйду отсюда, пока не похороню его. Подумай, что могло случиться с телом? Его не сожгли. Так хоронят королей и героев. Сомневаюсь, чтобы его оставили лежать в саду. Ублюдки. Что? За деревней есть такая яма. Туда сбрасывают овец, павших от ящера. Ночью крабы объедают их до костей. Ух ты, как красиво. Розовый закат прям такой. Нормально. Что вы здесь делаете? То, что вы должны были сделать уже давно. Хороним Скиаля. Вы хороните труса, вопреки решению старейшин. Уходите отсюда. Вы попираете наши законы. Нас не связывают ваши законы. Да. И наших обычаев вы, как видно, не понимаете. Место труса в канаве. Скиаль вам жизнь Вот так спас. вот. Дикая охота гналась за мной. Если бы Скиаль не увел меня, от Лафотана вообще ничего бы не осталось. Чего это призракам может понадобиться от какой-то девки? Я не какая-то девка. А тот, кто хоть пальцем тронет эту могилу, в этом убедится. Могилу никто не тронет. Единственное, что старейшины наказывают суровее, чем побег с поля битвы, это осквернение могил.
А то, что ты сказала, не знаю, правда это, нет. Пусть Скьяля судят боги. Хорошо, что мы сюда приехали. Ты не представляешь, как это мучило меня. По крайней мере, они не будут поливать грязью его имя. Пойдем отсюда. Возвращаемся на корабль. Угу. Правду люди говорят, что от хлопот лучшее средство ведьмак. Так завоевывают признание на Так, скеле. все тут. Остался солнечный камень. Ладно, малой, удачного стрима. Давай, тебе тоже удачи. Спасибо, что зашел. Спасибо за советы. Просто замечательно. Что такое? Что просто замечательно? Пойдем. И что теперь? Собираешься отрастить себе новые глаза, как Вильгефордс? Когда я его убил, процесс восстановления еще не закончился. Выглядело это отвратительно, но... Надо думать, ты упомянул этого извращенца совершенно случайно. Естественно. Еще я слышал о слепом Естественно. богаче краснолюдии из Махакама. Он приказал вставить себе в глазницы 2 огромных рубина. Он ни хрена не видел, зато, как говорят, смотрелось это отлично. Опять пещеры. Не поверите, но вчерашний паук на потолке снова вернулся. Снова по потолку бегает. Может, он мой питомец? История с пауками продолжается. Продолжение следует. Ты слышишь? Угу. Песнь ткача надел. Точно, Азель, это Хорнет к тебе пришла. Все, мы во вселенной Hollow Knight теперь. Точно, как мы не догадались раньше. Ткачиха. Кто, где? Что она сказала?
охраняли утопцы. О, место силы вижу. Надеюсь, ты не собираешься разгребать эту падаль? Мы не за этим Конечно, собираюсь. Магия — это место силы. Может, надо сжечь дом? Я очень боюсь пауков. Да, дезинфекцию. Вызываем. Санэпидемстанцию. Ведьмак. Угу. Только как мы теперь заберемся наверх? По лестнице. Сейчас я ее починю. Готово. Пойдем. Я заметила, что все это напряжение между тобой, Йеннифер и Трис плохо влияет на Цириллу. Похоже, вы не представляете, как это выглядит со стороны. Ну вот опять. Вот всем интересно прокомментировать эти отношения. Здоровенные жуки. Тоже ненавижу. Ни пауков, ни жуков ненавижу. Ой-ой-ой. Ловушка. Ну. Симулятор отношений. Да уж. Может, ему надо битрейт поднять? Да, и 4К монитор купить. Трис изображает старшую сестричку Цири.
а сама только и ждет, как бы прыгнуть к тебе в постель. Вы с Йеннифер играете в родителей? Да, так что если хочешь притиснуться пятой, у нас уже просто нет места. Это зря. Что ж тут пещеры такие здоровенные? Что теперь? Похоже, мне все придется делать за тебя. Видишь стража, который выглядит так, будто ждет платы? У меня нет мелких денег. Платить надо кровью. Этот страж — Фиолан, персонаж из эльфской легенды. Ты что, правда ничего не читаешь? И все. Прошу. Прошу. У Йеннифер должно быть действительно огромное влияние на императора, если он гарантировал ложе безопасность. Что ты об этом думаешь? Что я думаю? Ты правда хочешь просто так поговорить об этом, безо всякого «Геральт, я устала, давай присядем и поговорим»? Тебе так важны предварительные игры? Лучше поговори с Йеннифер. Даже я вижу, что между вами остались какие-то нерешенные дела. Йеннифер всегда была сама по себе. И это действительно трогательно, что теперь она решила позаботиться об интересах ложи. Если ты ей не доверяешь, после победы над дикой охотой можешь поискать убежище, например, в Редании. Или сунуть голову в пасть Ригеру. Спасибо. У меня другие планы. Тебе не нравится перспектива работы на Императора? Наоборот. До сих пор самой большой ошибкой ложи была ставка на слабых властителей. Тебя влечет то, что Имгир держит своих чародеев на коротком поводке, да? Йеннифер старалась не вмешивать тебя в политику и была права. Ты бы не сориентировался, откуда дует ветер, даже если бы описал себе штаны. Договор с Имгиром — ваше дело. Ты не со мной об этом разговаривай. То есть она тебе ничего не сказала? А что она сама собирается делать? Разве она не хочет стать советницей молодой, многообещающей императрицы? Держись подальше от Цири. Она уже взрослая, Геральт. Ты все время забываешь, что она уже может решать сама за себя? Так что, идем? Ну так идем. Сама захотела Тебе не поговорить. кажется, что пора уже перестать вмешиваться в жизнь Цири? Кто бы говорил? Ты же знаешь, что не можешь отгонять нас от нее своим мечом, как стаю волков. Так, тут я уже смотрел или нет? Я уже не помню, блин.
Лабиринты какие-то. Могу и сделаю это, если придется. А, вот мы отсюда пришли. Угу. Призраки. О, здравствуйте. Пойдем. Погоди. Тут что-то есть. Чувствуешь? Нет. Мой Не медальон... смеши меня этой своей висюлькой. Настроиться на магию эльфов куда труднее, чем почуять смердящего беса. Смотри. Архан Люмар! И что? Это значит, солнечный камень где-то здесь. Ну, что стоишь? Попробуй подвигать зеркала. Ой, сейчас будет загадка. С лучами, я ее помню. Так, тут что-то должно открыться потом, по идее. Может, сюда нам и надо будет. Но сначала загадка. Что он сказал? Домой? Или додой? Что-то такое. Так, и что там с этими лучами еще бы вспомнить? Куда мне вообще их надо перевести? Надо разобраться. Настроить систему зеркал. По-моему, у меня зелье забаговалось. Ну-ка. Все, разбаговалось.
Хм. Может, просто в обратную сторону тупо перенаправить. Так, оно оттуда светит сюда. Это потом светит туда. Да ведь? Угу, туда либо туда. Так, ну если туда, теперь попробовать, раз оно изначально было туда. Туда, сюда, туда, сюда, сюда, туда. Оу! Как неожиданно и приятно. Я думал, мы надольше тут застрянем. Ну, наконец-то. Давай его мне и пойдем. Не так быстро. Мы должны кое-что обсудить. Ну, начинается. Ты должна лететь. Сейчас ты скажешь, что по какой-то причине солнечный камень тебе куда нужнее, чем нам. Обернешься совой и... Не знаю, с чего тебе это пришло в голову. Сейчас безопасность Цири для меня важнее всего. Я хотела поговорить с тобой о будущем. О моем будущем. По зрителям же утихло, как понимаю, но не до конца. Ну, либо да, либо уже все, конец праздникам, либо, может, просто потому что утро раннее. Может, это как-то влияет, не знаю. Тебе наверняка понравится в Нильфгаарде. Я рекомендую гористые окрестности Назаира. Там прекрасный воздух. Ты гляди, а Йеннифер говорит, что у тебя нет чувства юмора. А теперь слушай внимательно. Как только мы одолеем дикую охоту, и Цири будет в безопасности, ошеломительная карьера Йеннифер при императорском дворе закончится. С моей точки зрения, все складывается замечательно. Потому что меня не интересует возрождение ложи, если у меня в ней не будет решающего голоса. И ты все это говоришь, потому что... Когда мы разгромим дикую охоту, ты собираешься ускользнуть вместе с Цири через черный ход и затаиться где-нибудь в глуши, так? Так. Это очень романтично. Но вместо того, чтобы портить девушке жизнь, лучше возьми с собой Йеннифер и исчезни. Угу. Сейчас. Думаю, Трис будет возражать. Ах так. Тогда дай Ах ей так, вот так, да. дружеский совет. Тебя она послушает. Ах, вот так, да? Ты хочешь занять место Йеннифер при Имгыре? И при Цири. Ты понимаешь, что это случится, так или иначе. И я действительно предпочту, чтобы Йеннифер в этот момент была далеко. Содержать ее в императорских казематах слишком дорого. И потом это будет производить плохое впечатление. Еще рекомендации? Или мы можем возвращаться? Иди. Я знаю, что у тебя много дел. И полетела.
Похоже, молчаливые зрители с 4К мониторами тоже. Остались только с киноэкраном. Ну вот. Стали самые верные. Да-дай! Опять перегруз. Это я набрал, конечно. Мечей всяких. Только вне стрима вроде продался. Так опять перегруз. Ай-яй-яй. Сколько всего. Так, идем на выход. Мы всем помогли. Осталось сообщить Авлаку, что все готово. Подготовка закончена. Мы готовы к решающей битве. Камень нашли. Чародейку выторговали. Цири помогли. Лабораторию разгромили. Повеселились. Поплавали. Всякое другое сделали. Можно идти на финал. Капец, это еще не все. У меня и так уже перегруз. Приходится бонусы всякие использовать. Финал уже? Да, мы идем на финальную битву. Что-то типа того, что в Каэр Морхене было, сейчас будет опять. Только в этот раз уже финальная. Ну, потом еще эпилог будет небольшой, но это само собой. Еще где-то на часик-полтора в целом, скорее всего, это все будет растягиваться. Так, где я вообще? Ага, тут я был. Все. Пришли. Свежий воздух, наконец-то. Только надо продать все, а то перегрузом идти на финал такое себе. Так, мне теперь после каждого телепорта страшно вылеты опять получить, поэтому сохраняемся. Можно чаще. Отойду я на мгновение некое. Паучком идешь разбираться. Моей маленькой Морган завтра день рождения. Интересно, такой ли ты крепкий? Интересно. Что?
Будь здоров. Угу. Тяжко было прибить всю эту чертовщину. Так, еще хлам осталось этот продать, и все. И места будет достаточно. Как раз тут рядом, собственно, то место, куда мне и надо по сюжетке прийти. Наш корабль. А тебя дома не ждут? Все очень близко. Удобно. Хочешь? Хочешь купить? Покажи. Хочу. Блин, не покупает этот хлам. Ну как так-то? Прощай. Эта микстура зачем? Не видал Зато знаю, кто купит. Интересно, откуда такого принесло? Будем держаться вместе, и все будет хорошо. 5 раз в море выходил. И все равно. Водоросли в сетях больше. Где он? Где купец? Нет купца. Кто украл купца? Признавайтесь. Кстати, мне кто-то там что-то говорил, помню, за бороду Геральта. Привет. Давайте-ка перед финалом прихорошимся, что ли, последний раз. Вот это. То же самое, просто покороче. Вуаля. Бывай. То уже отрастили, понимаешь ли. Привет. Сюда. И про... Угу, ему сразу можно этот хлам продать. Вот и отлично. Все, тогда я готов. Будь здоров. Заглядывай. Так, тут все. Тут все. Пошли. Ты слыхал, что молодой Андрей листок, ромашка. Ромашка, зачем? Это молодой Трой нам в помощь прислали. Что мне с ним делать? Правду люди говорят, что от хлопот... Подойди ближе, не знакомь. Так, я даже сохранюсь в отдельный слот. То мало ли. Там будет только 9 солов или ты еще что-то... Нет, не только 9 солов. По-любому что-то еще начну. Я уже даже знаю, что именно это будет. Мы осмотрели твою лабораторию. Не сомневаюсь. Зачем вы вообще туда пошли? Могли бы просто спросить меня? И ты рассказал бы нам все о том, как забавлялся с геном старшей крови. Я не утаивал от вас ничего, что могло бы пригодиться в битве с Иридин. Что до старшей крови. Все вы отдаете себе отчет в том, что Цири уникальна. Просто я единственный, кто знает, насколько. А может, ты просто помешан на ней? Я? Я? Ты? Да, Геральт? Так, последние проверки. Пока. Нет ли чего нового в разговорах с У тебя ними? есть минутка? Конечно. Так, у этих ничего. Ладно. О, Йеннифер. Геральт? Геральт. Тоже До ничего. свидания, Йен. А другие чародейки? И ты правда не могла ничего сделать? Совсем ничего? Целые полгода? Лучше расскажи, что там у императора.
Кажется, он страшно к тебе привязался. Филиппа, Что? Хочешь Где-то печенье? я тебя видел. Я тебе морду Филиппа, не бил? хочешь печенье? Ты заткнись, тут моешь и мой. Я тут общаюсь. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше, спасибо. Если бы не ты, все могло бы быть гораздо хуже. Я перед тобой в долгу. Благодари Йеннифер, это был ее план. О, Я думал уж кто-кто, но Маргарита Луантиль никогда не попадется охотником за колдуньями. Не если бы дело было только во мне. Но у меня под опекой были студентки. Мы понимали, что охотники возьмутся за Аритузу раньше или позже. Так что, когда я услышала, что Трис организует переброску магов в Ковер, то долго не колебалась. Я взяла группу адепток, и мы приехали в Новиград. Но прежде чем я связалась с Трис, нас схватили и бросили в Дейры, Я не видел там других чародеек. потому что их сожгли. Живьем. Одну за другой. Самых способных девочек на севере. Меня Родовит оставил на десерт. Если ты здесь, то что же стало с Аритузой? По приезде в Новиград я получила сообщение от Берута и Карти. Коротенькую записочку. Реданцы заняли школу, библиотеки сожжены. Горстка учениц бежала с Ниной Вивера, остальные мертвы. Это конец. Потом я слышала, что на развалинах Академии проповедники Вечного Огня поучали чернь, что такая кара ожидает всех изменников и чародеев. Прощай. так, с тобой я говорил. Да, Геральт. Да, Геральт. Да, с тобой говорил. Прощай. А Филиппа? Ну, в чем дело? Ну что ты, можешь не благодарить. Я всегда рад спасти твою задницу. К вашим услугам. Ты спасал меня, Боже, потому Геральт что я тебе нужна. сама любезность. Что с Саскией? Она освободилась от твоих чар? Когда началась война, я потеряла над ней контроль. Не знаю, что с ней сейчас. Я знаю, что ты ее использовала, но мне казалось, что ты о ней все-таки как-то заботишься. Правда? Ты правда когда-то собиралась убить Дикстру? С чего бы вдруг? Ты забыл, что мы были любовниками? Мне почему-то кажется, что для тебя это достаточный повод для убийства. Собственно, я все думал, почему вы расстались. Понимаешь, Геральт, некоторые люди отделяют политику от личной жизни, а некоторые не отделяют. И к каким принадлежал Дикстра? К тем, что скучнее. Понятно. Прощай. Я тебе морду не бил? Да, Геральт. Боже, у всех одно и то же приветствие. Да, Геральт, да, Геральт, нет, Геральт. Мы тут заглянули в твою лабораторию. Надеюсь, вы не перевернули там все вверх дном. О, да. Ты не говорил, что именно благодаря Еще как тебе перевернули. эльфы Айн Эйли столько знают о возможностях Цири. Я о многом не говорил. По счастью, сейчас это уже не имеет значения. То, что ты ставил эксперименты с генами старшей крови, не имеет значения? Я проводил эти исследования, чтобы защитить Цири. И всех, в чьих жилах течет кровь Лары Дорн. Мы встретили кое-кого в твоей лаборатории. Да? Эльфку, которая утверждала, что ты ненавидишь Цири. И как это вяжется с тем, чтобы защищать ее любой ценой? Никак. Ты же не ждешь, что я сейчас раскрою тебе всю мою душу? Какой ты мутный, блин, конечно. Прям мутный. Настолько мутный, что прям ничего не видно сквозь твою муть. Мутнейший. Когда мы используем солнечный камень, почему ты считаешь, что Иридин не поймет, в чем дело? Не станет же он думать, что эльфы с белых кораблей внезапно по нему стосковались? Мы изменим сигнал, излучаемый солнечным камнем.
Так что Иридин не распознает его происхождение. Это не единственный артефакт такой силы. Есть и другие? Замечательно. Зачем же в таком случае я бегал туда-сюда по всему Скеллиге? Найти солнечный камень было проще всего, поверь мне. Я снова тут. Вот и как раз вовремя. Мы тут пока что просто распродавались, освобождались от перегруза и вот последние разговоры разговаривали. Им еще не говорили. И наконец-то отправляемся. Мы нашли солнечный камень. Дар Гелвана Диллиан с белых кораблей. По легенде, она так его и не использовала, а Гелван умер от тоски. Мы не заставим Иридина ждать так долго. Похоже, мы сделали все, что могли. Помни только, когда мы начнем, дороги назад не будет. Мой год рождения, оказывается, жесть какие игры вышли. Я и не знал, что все они в один год. А я даже не задумывался, какие игры выходили в мой год рождения. Надо будет чисто для себя загуглить, поинтересоваться. Да мало ли какие там шедевры выходили, а может наоборот. Интересно стало тоже. Я готов, можно отправляться на Ундвик. В таком случае, в путь. Путь. Ведьмак, Сталкер, Ассасин первой части. Ого! Действительно легенды. Вы займете позиции на скалах. Здесь и... Большое спасибо. Мы знаем, как встать по кругу. Даже те, у кого на данный момент нет глаз. Я просто хотел избежать... О, Геральт, мы тебя ждали. Правда? Я-то решил, что вы уже начали. Мы обсуждали вопросы магического характера. Для тебя ничего интересного. Верно. Я ведь простой ведьмак. Простой, но ужасно закомплексованный. Не сейчас, Геральт. Ты хотел объяснить свой план. План прост. Но не думайте, будто его просто выполнить. Я активирую солнечный камень. Если Карантир ответит на призыв, Нагльфар через минуту появится в заливе. Ложа помешает кораблю вернуться в мир Айн-Эйли, а императорский флот отрежет его от моря. Затем 7-й пехотный полк Имлак пойдет на абордаж под командованием принца Варатры. Ты поддержишь их. А ты? Что будешь делать ты? Я буду ждать в резерве. Если что-то пойдет не так, я среагирую. Ага. Как генерал, командующий отрядами с холма. Ты будешь отдавать приказы сигналами рога? Или через адъютантов? Блестящая ирония, но чем я ее заслужил? Разве я давал хоть повод усомниться в моих намерениях? Дамы и господа, меньше болтаем, больше делаем. Девушки, идем на скалы. Девушки, работаем. Удачи. Сколько тут дам собралось. И Геральт. Я не услышал одной существенной детали. Что с Цири? Она подождет. На безопасном расстоянии от Нагльфара. Мы работаем. Даже в чате девушки работают. Что ж такое? А ведьмаки идут драться со всякими чертами из других миров. Я так понимаю, не этого ты хотела? Ага. Я хотела пойти с тобой. Но я не согласился. Риск слишком велик. Ты не имеешь права ей приказывать. Забавно.
Зираэль сказала то же самое, только значительно громче. У меня есть такое право, потому что только я могу активировать камень. Я буду делать это на своих условиях. Или не буду вовсе. Ой-ой-ой-ой-ой. Шантажист. Зираэль согласилась с Обидчивый. этим доводом. Уверен, что ты тоже. Зираэль, ты клянешься, что останешься на берегу? А у меня есть выбор? Куда ты? Гулять. Или это тоже запрещено? Вдруг я себе ногу сломаю? Да. Старшая кровь бывает горячей. По своему опыту могу сказать, что запретами от Цири ничего не добьешься. В результате она все равно все сделает по-своему. Надеюсь. Что? Что? Неважно. Что? Время не ждет. Если ты хочешь чем-то еще заняться, наварить этих своих снадобий, сделай это сейчас. Потом времени не будет. Я подожду у лодок с солдатами. Или ты сразу пойдешь со мной? Биошок, Mass Effect, Crysis, Portal. Что за год такой? Насыщенный прям сильно. У моего парня в один день, но с разницей в один год, день рождения с выходом GTA San Andreas. Он был очень рад узнать это. А блин, мне теперь еще сильнее стало интересно посмотреть, что там в мой год было. И в год, и в месяц тоже. Может там фигня какая-то, а может там что-то очень интересное, прикольное и важное. Может там вообще какая-то одна из моих любимых игр, было бы очень символично. Не будем терять время. Чем раньше все закончим, тем лучше. За мной. Да, сэр, есть, сэр. Начинается. Мое сердце твое? Это что за заклятие? Это же любовное письмо. Как я говорил, камень должен был объединить возлюбленных. Не думала, что скажу подобное Эридину. Айн Верели, Киранайт, Адар Эйхблен, Эйдаме. Побрякушка сработала. Они близко. Держись, Геральт.
Негльфар где-то здесь. Ну, его как бы сложно не заметить. Где-то здесь, говорит. Тихо. Абсолютно тихо. Это засада. Надо бежать. Не в этот раз. Нет, Зираэль, ты не готова. Ты не управляешь своей силой. Я все сделаю. Цири. Уйди с дороги. Цири! Этот лед — заклятие. Надо уничтожить посох, который его наложил. Посохом я не ограничусь. Как говорил Геральт, потанцуем. Оу, мы прям ваншотим их. А чё мы такие крутые? Раньше мы так не умели ваншотить. Зираэль, я ждал. Карантир. Арпейниэль. Сначала убью тебя, потом этих сук из ложи. Почти, Зираэль. Почти. Изготят. Ведьмак. Хорошо. Давай заканчивать. Вторая стадия. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Я понял.
зов в рукаве. Квиолет. Пофиг на этих големов, я сосредотачиваюсь именно на нем. А то он их может бесконечно вызывать. Ну, тем более он еще и сам их убивает. То спасибо, конечно. Ты не победишь, даже если убьешь меня. Ох уж эти злодеи с их тузами. Да-да-да, где-то мы это уже слышали. И не раз. Видишь, все не так просто. У меня есть еще пару зубов в рукаве. Там мы поняли уже с твоими тузами. Ты не победишь, даже если убьешь меня. Эрхельбатлер. Срочно наверх. Срочно. Ой, как там красиво. Вода горит. Все взрывается. Босс захотел нас с собой убить? Ну, типа того. Думал, что мы потонем. С собой забрать, так скажем, да. Вот это громадина, конечно. Сука! Это наш шанс! Я не... Ты видел Цири? Она была с этим твоим эльфом! Огонь не пробьет! Бросай их в море! Так, мне не обязательно их всех убивать, насколько я помню. Главное идти вперед. Ох, Ялмар. Кто хочет попробовать островной стали? Ялмар, видел Цири? У Нагльфара! Бегу. Топим вас, ублюдки! Дно будет черным от
ваших трупов! Иди с дороги, старик. И я подарю тебе вещь. Лучше попробуй ее забрать. Ну что скажешь? Заткнись и дерись! У тебя был шанс. Ведьмак, я так ждал тебя. Почему? Ну, конечно же, Геральту не хватило буквально нескольких секунд, чтобы спасти его. Ну, как всегда. Позже, когда ты будешь умирать. Умирать. Final Boss. Внимание, Final Boss. Куда? Куда меня потащили? Пафос на пределе. Арена поменялась. Неплохо. Тихо-тихо, не надо мне в пропасть скидывать. Спокойно. Да не надо спамить. Алло. Колдует.
Покажи, что умеешь. Ну что, паскуда? Стой, паскуда! Опять мы здесь. Вот и все. Так что ты хотел мне сказать? Авалак обманул нас обоих. Он стравил нас, а сам забрал Цириллу. Я тебе не верю. Король мертв. Победите Редина. Где Цири? Как? Я думала, ты знаешь. Я знаю только, что Авалак нас, возможно, предал. Что там? Шторм? Геральт, смотри. Что происходит? Я сама не могу в это поверить, но... Ворота между мирами открыты. Надо добраться до башни. Быстро. Мы должны остановить Авалак, пока не поздно. Что нас там ждет? Магические аномалии третьей степени. Конкретней, Йен, конкретней! Если верить книгам, законы природы перестанут действовать. Тяготение, время. Весь Ундвик станет с ног на голову. Ты, наверное, несколько драматизируешь. Нет, ничуть. Да судя по тону, что-то Геральт драматизирует. Началось сопряжение сфер. Что такая паника? Миры соприкоснулись и проникают друг в друга. Авалак может этим воспользоваться, чтобы перенести сюда Айн Эйли. Или нечто куда худшее. По крайней мере, мы знаем, где их искать. Да. Давай за мной. И не расслабляйся. Погнали. Не будем отвлекаться от Цири. Чего Авалак от нее хочет? Наверное, того же, что и Редин. Собирается использовать их, чтобы открывать ворота между мирами. Землетрясение? Надо спешить. Вот дрянь. Этот корабль сейчас в щепки разлетится. Спрячемся в долине с той стороны, давай! Что началось-то? Армагеддон, реально. Конец света.
Так, и еще у меня опять зелье забаговалось какого-то фига. Как только хп мало, так сразу бежать. Ну тогда... Вот так всегда с финальными боссами. Чуть что, сразу... Сразу сматываются. Но! Это не Рагнарёк. Пока нет. Началось сопряжение сфер. Что будет Блин. Я не знаю, Геральт. И не хочу знать. Ну давай. Да я чё виноват, что лошадь застряла, блин. Там еще. Рельеф такой. Ворота между мирами раскрываются все шире. Несет все сильнее. Времени все меньше. Геральт, держись рядом! Да я рядом. Что с ними случилось? Белый хвост. Твою мать, нас сейчас засыпет! Постой! Гвары Ставель! Не отходи далеко! Холодает. Да ты что, Геральт, холодает? А мы что, на пляже, что ли? Валакх оградил башню магическим барьером. Сможешь его снять? Снять? Нет. В лучшем случае я сделаю в нем пролом. Но только на минуту, потому что нельзя... Короче, Йен, мы войдем оба. Нет. Ты пойдешь один. Я вернусь к тебе с Цири. Я знаю. Агарет! Фейриганы Агарет! Давай, Геральт! Со мной все в порядке. Иди, иди. И передай Валакху мой пламенный привет. О, он будет очень пламенный. От нас всех. Мальдивы, ага. Самое время лутать сундуки. Ну а как же? Я уже 100 000 раз говорил, какой бы ни был бы сюжет там и какие происшествия не происходили бы, никогда не поздно все время лутаться на пути. Все как всегда. Всегда так было, есть и будет. Геральт. Как неудачно. Я надеялся, что тебе не придется этого видеть. Где Цири? Недалеко. Послушай. Заткнись. Я уже наслушался твоей брехни. Берись за оружие и покончим с этим.
Если надеешься заманить меня в ловушку, не обольщайся. Однажды я тебе уже поверил. Второй раз я этой ошибки не совершу. Я тебе не враг. Я просто помогаю Цири. Я не верю тебе. После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить. А мне? Авалак говорит правду. Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню, потому что я хочу туда войти. Зачем тебе туда? Дикая охота повержена. Но не белый хлад. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Я видела, что вас ждет. Только старшая кровь может остановить белый хлад. Только я. Не обязательно приносить себя в жертву. Ты ошибаешься. Белый хлад неизбежен. Он идет, вымораживая один мир за другим, уничтожая всякую жизнь. Только я могу остановить разрушение. Я долго думала об этом и уже все решила. Должен же быть другой выход. Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Это моя история, не твоя. И позволь мне ее закончить. Удачи, Цири. Может, все-таки надо было тебе сказать. Может, ты бы понял. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Не заставляй меня долго ждать. Все. Капут.
Драма. Плак-плак. Прошу за мной. Новое задание. Что-то кончается, что-то начинается. Докладывай. Новиградская делегация до сюда полдня пути. Как спешат-то. Возвращайся на пост. Слушаюсь. А спешат-то как? Ну что там с иерархом Новиграда? А что с ним? Выход на заслуженный отдых? Или сразу в Дарн-Руах? В его возрасте путешествие было бы непредсказуемым и дорогостоящим. Эти уже победу празднуют, что ли? Гарен Ватгерн. Ваткаэль. Его Величество ждет. Довольно. Говори. Цири мертва. Как это случилось? Знаешь пророчество о белом хладе? Цири попыталась его предотвратить. Ей удалось, но она заплатила за это самую высокую цену. Где тело? Не думаю, что его когда-нибудь удастся отыскать. Кто еще знает? Авалак. Эльфский знающий. Но его ты тоже вряд ли найдешь. А Йеннифер? Она решила остаться на севере, если у тебя нет возражений. Нет. Что ты? После войны для ведьмака всегда найдется работа. Поеду на восток, а может на север. Цирилла говорила что-нибудь? Она хотела мне что-то передать. Тебе не очень удалась роль отца. Цири опасалась тебя. Даже если она хотела бы что-то передать, не думаю, что ты хотел бы это услышать. Я понял. Если это все, то я пойду. Не все, но ты можешь идти. Ведьмак, я не хочу тебя больше видеть. Он похож на мужика, который нам костюмы давал на выбор кучу стримов назад. Это он? Да, это он. Из того самого переодевания. Он еще обучал нас там кланяться. Это он самый. Тимерия, дорога на Визиму. Помощь нужна? Так мы и сами справимся. Это точно. Еще как справимся. Бочки-то доверху полные, но сейчас мы чутка отольем. Грядут перемены. Это точно. Нильфы бегут. Оказалось, ничем-то их не возьмешь. Вот и венцо свое бросили.
Вам точно помощь не нужна? Да справимся как-нибудь. А вы куда? До корчмы надо думать. Да, но сперва мне надо кое с кем встретиться. На месте старого Нильфгаардского лагеря. Бывайте. Удачи. Бывайте. О, это же Белый сад. Тот самый. Из начала игры. Давайте, наверное, не будем телепортироваться, а поедем так. Тем более, какой красивый вид. Опять эти красные закаты. Невероятные. Мамма мия. Жалко, что он только у нас за спиной. Было бы прям идеально, если бы мы прям вперед ехали и нам в лицо этот закат был бы. Было бы прям то, что надо. А так в спину немножко не то. Давайте быстрее с колесом. Или хотите остаться тут? Помахать ручкой Родовиду? Я думал, мы по пути еще что-то встретим. А по итогу только там нильфгаардцев парочку встретили. И все. Но зато музычку Белого сада опять послушали. А то мы еще с пролога игры тут не были. Я уже соскучился. Мастер Орд. Что-то его задержало. Ты опоздал. Солдат! Перекрывают дороги, знаю. Ничего страшного. Ты принес, что я просил? Все как договаривались. Клинок 38 дюймов с половиной. Вес неполных 40 унций. Сердечник из сидеритовой стали окован серебром. Глифы и рунические знаки на гарде и по всей длине клинка. Красивый. Я в этом ремесле уже 30 лет. Мои товары только для лучших бойцов и фехтовальщиков. Ручаюсь, что лучшего оружия не было еще ни у одного ведьмака. Я знаю твою репутацию, мастер Орд, и не сомневаюсь. К тому же, как вы хотели, надпись. Зираэль. Ласточка. Руны старшей речи. Классической. Без стилизации. Точно и просто. Можно? Он ваш. Если желаете попробовать, я велел подмастерьям поставить тренировочную куклу. Да. Вот плата. Только драгоценные камни, как просил. Ого, плата драгоценными камнями. Если вы ищете заказов, я слышал про стрыгу в Мариборском лесу. Благодарю. Мне сперва надо заглянуть в корчму, а позже кто знает. Удачи на пути, ведьмак! Привет, Астрал. Добро пожаловать. Дойти до корчмы. Так, ну теперь уже можно тэпнуться, я думаю.
Конечно, истинный ремесленник берет только камни. Жалко, что в самой игре такого не было прямо, то у меня тут всех этих камней действительно, вот янтарь там, кристалл, сапфир. Вот оно мне вообще не пригодилось нигде, ни в крафте, ни в каком. Аметист, изумруд, сапфир, рубин, вот куда все это вот. По идее в крафте где-то надо, но мне что-то оно и не пригождалось почти что. Было бы прикольно, что вот расплачиваться где-то этими кристаллами можно было бы. Было бы прикольно. Это значит, что отныне налоги платить вы будете благородному Дагборгу. А благородный Дагборг — это кто же? Родич какой прежнего помещика? Да разве ж я знаю. Он про Арандит знает? Да, Арандиты еще как до Китая нам. Сидели бы тут черные да Йоля, а то и дочь. Молчаливые зрители теперь не молчат? Ну, частично. Вот мне герой достался. Смейся, смейся. Частично. Только если б твой Гондек не вернулся и нильфгарцев не вытурил, досталось бы ты какому-нибудь Кагыру или Йохану. Ну ты ж меня ждала, Манечка. Правда? 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 Ха-ха-ха-ха-ха. Хи-хи-хи-хи. Давай уже в корчму, я хочу увидеть это еще раз в своей жизни. Да даю. Привет, Алекс, привет. Все? Да, Он тебе поверил? понятия не имею. Это Закуралиска. И у нас есть новый заказ. Платят скверно, но хоть как-нибудь. Я вижу, ты не теряла времени даром. Это твой. Ведьмачий меч. Ласточка. О, чудо. Можно? Лучше не здесь. Скоро у тебя будет возможность его испытать, ведьмачка. Значит, надо его испробовать. Конец. Ух, сколько всего. Надавали. Закончилось полным торжеством южного захватчика. А чё так тихо? Лишённые тактического гения Родовида, королевство Нордлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Эмгыра. Черные знамена взвелись над Новиградом и Ританией. Измученный неустанными набегами темерских партизан, Эмгыр Вар Эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своеволенника. Темерцы сложили оружие, а император, благодаря этому, смог сосредоточить силы на других фронтах. Так, благодаря победе Нильфгарда, темерцы вновь обрели свою отчизну, а история, которая уже раз показала, сколь любит причудливый сюжет. Расправившись с Родовидом, Эмгыр Вар Эмрейс рассчитался затем и с внутренними врагами. Верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократов. Хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов. Император не знал жалости, как всегда. В то время как континент был обескровлен войнами, на Скеллиге под началом Керес начался расцвет. Ведь в отличие от своих предшественников, молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заботе о собственных вотчинах. Благодаря этому народ островов весьма разбогател,
хотя и потерял при этом свою прежнюю хватку. Цирилла Фиона Элен Рианон, наследница Нильфгардского престола, избрала жизнь на пути ведьмаков. Геральт научил ее всему, что знал и умел сам, а затем каждый пошел своей дорогой. Вскоре легенды о подвигах ведьмачки с пепельными волосами разнеслись от Яруги до гор Ковен. А как же Геральт, спросите вы? А что такого с ним могло сделаться? Он вернулся к своему ремеслу, жил от заказа до заказа, вечно в дороге, вечно без денег. Иногда мы встречались с ним за рюмочкой чего-нибудь крепкого, чтобы вспомнить старые времена и задуматься, что было бы, если бы. Игра Ведьмак 3 Дикая Охота основана на романах Анджея Сапковского. Вот и все. Вот и титры. Дождались! Поздравляю вас, поздравляю себя. Особенно всех, кто застал это в прямом эфире. А кто сейчас рассказывал? Лютик. Он в конце каждой части итоги рассказывает на протяжении всей игры важных выборов, которые делал игрок. Найс способ смыться от бати. Ага. Чтобы не приставали с этими своими претензиями на пост императрицы. У нас Цири пошла по пути ведьмачки. Канонично, между прочим, наверное. Судя по 4 части. Цири ведьмачка. Канон. Каноническая концовка. У нас, наверное. Надеюсь. С прохождением тебя. Благодарю. Хоть это и не первое мое прохождение, но для канала первое. Все равно я очень рад, очень доволен, что получилось пройти на ту концовку, которую я хотел. Нигде не опростоволосились, нигде выборы не заруинили, все получилось как хотелось. Эта битва финальная постановка, чтобы от бати избежать. Да, это многоходовочки. Все было заранее спланировано. И это Дарт Вейдер тоже, как вы говорили. Теперь жди 4 часть. Не, теперь я жду новые DLC, а потом уже 4 часть. А потом еще ремейк 1 части. Все это я очень сильно жду, естественно. Но и перед всем этим у нас еще, понятное дело, тоже Каменные сердца ждут на канале, и Кровь и вино. Это еще куча контента. Но, забегая наперед, скажу, что не сразу. Как и с многими другими играми у меня на канале, скорее всего, будет какой-то перерыв от Ведьмака. А то все-таки 18 стримов, между прочим, это вам не хухры-мухры. Это побольше, чем Silksong, наверное, мы проходили Ведьмака. Подольше и побольше. 18 стримов. И прям сейчас сразу еще и DLC проходить, это уже... И я, наверное, чуть-чуть хочу передохнуть от Ведьмака, и вы, наверное, тоже. Когда-нибудь еще... DLC тоже доберемся к одному и другому. Тоже с модами, естественно. Но спустя какой-то там перерывчик. Красивые титры. Угу. Там история Цири будет. Я знаю, знаю. Это, наверное, моя самая ожидаемая игра теперь. После выхода Сталкера. Сначала был он, а теперь уже Ведьмак 4, наверное, для меня самая ожидаемая игра. Со всех. Но я почему-то и подумал, что он. Ну, в честь этого можно и Дино Дэнс. Ну, кто бы сомневался. У нас даже без всяких поводов Дино Дэнс всегда был. Это же наша любимая, наша традиция. Это самая правильная концовка. Ну да. Самая хорошая типа. Хотя тут есть 3 концовки: плохая,
нормальная и хорошая, типа, вот это вот. Хотя, какая из них прям каноническая, это еще вопрос. Кто знает, что там разработчики намутят в 4-й части. Они могут даже плохую концовку как-то там замудрить так, что по итогу там Цири, оказывается, на самом деле не померла, а что-то как-то где-то пропало, и что-то там вообще придумать вообще что-то сногсшибательное. Но пока что, судя по теориям, по вот этому всему, что мы знаем, что видели, вот концовка с Цири ведьмачкой походу каноничная. И я рад, что я вышел именно на нее. Ты идеально прошел. Идеально. Божественно. Невероятно. Дино Дэнс, да. Сплошной Дино Дэнс. Игаси, ну зато прошел. Угу. Долго это было. Даже перерыв у нас там был один. На несколько недель от Ведьмака, пока проходили Ассасина нового. Но все равно допрошли. Сейчас опять перерыв будет от Ведьмака. У нас там сейчас Nine Souls. В первую очередь дальше проходить, как и планировалось. И что-то новое еще. Параллельно с ним начнется. Что именно, пока что сюрприз. А Ведьмак пока что отдыхает. Но когда-нибудь мы к нему вернемся. Сначала Каменные сердца, естественно. Потом опять, наверное, небольшой перерыв. И потом опять второе DLC «Кровь и вино». А там, глядишь, и новое DLC третье когда-то там в следующем году выйдет. Не знаю. Когда его там еще анонсируют. Еще даты неизвестно. Не ясно, когда там оно выйдет. Точной даты нет. Пока что. Интересно, что за игра такая будет, про которую ты говорил. Старая. Сюрприз. Кто-то, наверное, это будет очень рад. Когда-то меня ее даже просили некоторые. А кто-то, может, будет не рад. Кому подобное не нравится. Ну, в Силксонге ты просто последний стрим очень растянул. И потом добил финального босса за полчаса. Да, это там надо заморачиваться, надо сравнивать, сколько там стримов было по длительности часов, потому что некоторые стримы по Силксонгу, некоторые стримы по Ведьмаку там были капец длинные, а некоторые были довольно короткие, и это там надо прям часы высчитывать, что мы дольше проходили. Но если именно по количеству стримов разных, отдельных, то Ведьмак побольше мы проходили. Может быть, даже больше всего на моем канале. Я не помню, что я там больше всего по стримам по количеству проходил. Может, Сталкер какой-то или Хогвартс. Не помню. А по часам это другая история вообще. CD Projekt Red сказали, что выйдет 4-й Ведьмак сначала на ПК. Не знаю. Посмотрим, поглядим. Еще там до выхода игры у них все 100 тысяч раз может поменяться в лучшую или в худшую сторону. Но самое главное, пока что это новое DLC. Потом уже после DLC 4-й Ведьмак, понятное дело. А потом уже после 4-го Ведьмака ремейк 1-го Ведьмака. Все эти 3 новые штуки я жду мега сильно. Спасибо за стрим, форум, хорошего всем дня, пойду на перерыв. Спасибо и тебе, Евгения, что была с нами. Хорошего тебе перерыва. В отличие от Rockstar Games, которые GTA выпускают сначала на плойку. Ох уж они, да. Поэтому приходится как раз из-за таких решений ждать, терпеть, пока на ПК оно не выйдет, либо бежать и покупать плойки. Что то фигня, что это фигня. Получается, Project Red делает то же самое, просто наоборот. Получается, да. Кто-то наоборот такому будет очень недоволен. Как раз те, кто только на плойках играет. В случае с GTA будут недовольны те, кто только на ПК играет, у кого плойки нет, а в случае с Ведьмаком наоборот.
И что там кому-то не угодишь, что там кому-то не угодишь. Хилксонге ты последний стрим к 17 приписал, хотя вообще он 18. Ну да, это еще отдельное тоже свое дело, когда стрим неполноценно, как другой считается, а просто на части разбит. Такое у меня за все время на канале очень редко было. По-моему, всего пару раз на некоторых играх. Но бывало. Когда-то давно. Так, ну что там? Будет еще что-то после титров или все? История Геральта из Ривии подошла к концу. Вы можете продолжить странствие в поисках заказов для Ведьмака и других приключений, но мир больше не будет изменяться, а задания, связанные с основной сюжетной линией, станут недоступны. Вы получили возможность начать новую игру плюс. Чтобы сделать это, сохраните текущее прохождение, затем начните новую игру. Да-д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 а. Это мы знаем. Ну все, сюжет закончен. Остались только DLC-шные задания. И вот эти два заказа, которые я как раз оставил под DLC. 37 уровень у нас по итогу. Под конец игры. И все. И конец. Тусент пройден? В смысле пройден? Это же DLC. Как я мог Тусент проходить до того, как основной сюжет заканчивать? Тусент у нас еще впереди ждет. Но еще половина интересного есть. Так, а я о чем? Еще целых 2 DLC у нас впереди. Каменные сердца, кровь и вино, вот слева внизу. Пока только основной сюжет у нас пройден. Основная игра. Когда-то потом и к DLC мы доберемся. А, еще когда-то там в будущем еще и 3-й DLC. Так что еще контента. Ого-го-го-го. Сколько. С Ведьмаком мы еще точно не прощаемся. Мы ему только говорим до встречи. Геральту и Цири и всем остальным говорим до встречи. Но точно не прощаемся. DLC прям продолжает игру? Нет. Каменные сердца, насколько я помню, это происходит до завершения основного сюжета. Ну, мы можем, конечно, его проходить и уже после завершения сюжета, как сейчас сделали. Но по лору там Геральт к этим заданиям приступает еще до того, как он нашел Цири, насколько я помню. Но нам это не особо важно. А вот кровь и вино, по-моему, уже после. Учитывая, что там может к нам Цири как раз приехать в гости. Кровь и вино это уже после основного сюжета. Вот это уже продолжение, да. А вот насчет 3-го DLC без понятия. Я по Dying Light помню подобное. Я помню, по Хогвартсу еще было подобное. По God of War, может быть. Да и все, по-моему. Реплей? Ага, конечно. Можно пройти до основного сюжета DLC. Да можно, но я не люблю такое делать. Я всегда привык, что DLC это уже после основного надо делать. Вот особенно кровь и вино. Каменные сердца еще ладно, можно где-то до основного сюжета, как я сказал, там лорно оно вроде и задумано до нахождения Цири его проходить, но я привык всегда DLC проходить в конце. А вот кровь и вино, оно прям задумывалось после основной части. Так я и сделаю. Ну да ладно, как-то так.
И, кстати, еще забыл совсем сказать, еще у меня есть одна идейка, там еще один мод у меня есть в планах, в хотелках, который тоже добавляет вырезанную ветку заданий. Там оно, по-моему, где-то на несколько часов занимает эта ветка. Там оно прям с озвучкой оригинальной. Просто из основной игры просто вырезали эту ветку заданий, связанную там с Роше, с Йорвитом, что-то такое там. Может быть, еще один стримец, поэтому когда-то замутим. Оно там прям небольшое, где-то на 2 часа, на 3 часа максимум, скорее всего. Такой мод с вырезанным контентом. Помимо основных DLC. Есть такая задумочка у меня. Жесть, несколько часов вырезали полноценных. Я не знаю, почему их вырезали. Тут в целом много чего вырезано вообще. У меня сейчас моды стоят на вырезанный всякий контент. Но в большинстве случаев у меня тут всякие диалоги там вырезанные, некоторые кат-сцены чуть-чуть. Ничего прям супер такого важного, сильного. Никаких там квестов прям полноценных. Ну, не считая какую-нибудь там регату, этих гонок на лодках. Не особо прям интересных, если честно. А вот это вот, о чем я говорю, там прям много квестов вырезанных с озвучкой полноценно. Вот это будет интересно, я думаю. Там, конечно, еще много всяких модов фанатских на добавление всяких новых квестов. Но там уже такое. В большинстве случаев они без озвучки, просто с немыми персонажами. А если есть где-то озвучка, то она такая фанатская. Непрофессионально озвученная. Но хоть что-то. Это я даже не знаю, буду ли проходить или нет. Но вот этот мод, о котором я говорю, с оригинальной озвучкой вырезанной, вот это можно было бы как-нибудь потом. Ну да ладно, на сегодня все тогда получается. Сколько стрим шел? 3 часа почти что, нормально. Если бы действительно на прошлом стриме я продолжил бы все играть, то насколько бы там... Реально где-то бы 7 часов стрим шел, да? Или больше даже. Это я бы там, капец, устал бы вообще. А так-то я сегодня вот спокойно, не спеша, спокойно проходили, бегали. Не торопясь вообще. А на прошлом стриме надо было бы бегом-бегом, а то не хотелось бы стрим мега длинный делать. А так... Вот разделили, и нормально. Пусть финал 2, пусть финал 3, но лучше так. Чем торопиться куда-то сильно. Ну и все на этом. Чат я весь дочитал. Сказать больше особо нечего. Финал увидели, титры увидели. Все счастливы, все довольны. Планы сказал на следующие игры и на Ведьмака в целом. Да и все. 6 часов 20 минут. Ну, все равно. Немало. Так что можно прощаться, наверное, на этом. Можно сказать спасибо всем, кто был на стриме, всем, кто смотрел, кто активничал в чате. Кто, может, молча смотрел или слушал стрима в чате и ничего не писал. Всем, кто в записи когда-то будет смотреть этот стрим. Тем, кто ставил лайки или дизлайки на ютубе. Всем спасибо и до встречи на следующих играх, новых играх или старых играх. Или на продолжении Ведьмачка когда-то там. Всем до скорых встреч, всего хорошего, всем удачи, всем пока.